Гана – одна из стран Западной Африки на побережье Гвинейского залива, которая славится своей фауной и старинными фордами и уединенными пляжами. Интересные факты о Гане. Название страны переводится с одного из местных языков как «воинствующий король». А бумажные деньги в Гану занесли европейцы. До их прибытия здесь в качестве валюты использовали золотой песок. Золото в Гане символизирует власть, поэтому вожди различных местных племен по торжественным случаям надевают на себя золотые украшения в таком количестве, что на это золото можно было бы погасить внешний долг Боливии. И самое важное, по уровню добычи золота, статистика за 2014 год, Гана занимает 10-е место в мире, и 2-е место занимает в Африке после ЮАР. Африка, Гана, золото. По первым ощущениям это звучало немыслимо, неизведанно и крайне рисково, но со временем границы имеют свойство растворяться, а неизвестность заполняется компетентностью. Наш проект начинается с доверия и желания воплотить идею в реальность. Он с самого начала формируется на моих глазах, и я поделюсь с вами историей о том, как все начиналось. Меня непосредственно радует то, что эта идея разворачивалась в близком кругу друзей и родственников, и я один из первых, кто поддержал этот проект. А самое главное, то, что абсолютно любой может поддержать проект и получать свою долю от вложенных средств уже сейчас. Любое дело требует разведки и 100% погружения. Для этого мне предстояло познакомиться со всем этим процессом вживую. И уже на следующей неделе, после того, как узнал о проекте, я с партнерами по бизнесу оказался в Гане, в самом эпицентре золотой лихорадки или золотого бизнеса. Я думаю, что тот будет прав, кто скажет, что за одну поездку мало что можно узнать для того, чтобы развернуть масштабное производство. Но нам лишь надо было убедиться в том, что золото в Гане есть, тут нет сомнений, и познакомиться ближе с людьми, с которыми мы намерены строить долгосрочные бизнес-отношения, и посмотреть на то, как золото добывают местные жители и крупные компании, а также рассчитать производственную часть и вовлечь первые средства для получения первичного показательного результата. Это и есть самая рисковая часть проекта. На момент, когда я пишу это видео, Renaissance Crowdfunding находится на стадии увеличения производственных мощностей. Другими словами, повышенная зона риска уже позади. Но чтобы прийти к этому, немало труда было вложено. Для этого понадобилась помощь специалистов по производству и геологическая разведка. И со всеми этими задачами наша команда успешно справилась. Начало проекта положено. 1 января 2020 года компания стартовала в Республике Гана, Западная Африка, где действует английское право. Объем собранных средств на 7 марта 2020 года составляет $138 116. Инструктаж по технике безопасности перед началом работы проводится каждое утро и перед каждой сменой. На горку уложены коврики. Зеленая – это так называемая трава, красная – это руно. Первый ковш и первая вода. Идет наладка оборудования. Приобрели одно из лучших участков земли по содержанию золота, размером 100 гектаров, офис, офисное оборудование, лицензию и технику для добычи. Это промывочное оборудование, горку и экскаватор. Далее последовало время подготовки всех соответствующих разрешений, подведение воды к месту добычи и возведение лагеря для жизнеобеспечения работников производства. Наша команда состоит из опытных специалистов по золотодобыче, производству масштабного бизнеса, геологии, и у каждого из нас есть свои задачи и роли в данном проекте. И моя задача познакомить желающих с этой старой как мир отраслью, сделать все, чтобы это знакомство было комфортным, открытым и доступным.
В дальнейшем я буду знакомить вас с еженедельными событиями с места производства в видеоформате, а также с командой сотрудников компании. На многих кадрах вы можете видеть Игоря, он один из основателей компании, также видеосценарист и ведущий проекта Renaissance Crowdfunding и соведущий благотворительного проекта Мама Рина. Промывочных приборов и дополнительно третий резервуар, который будет плюсом к нам приходить 25% намытого золота. Работы сейчас настроены, сейчас ждем новые экскаваторы, чтобы увеличить объем добычи золота. Также уже вовлечены ведущие и участники проекта. Для русскоговорящих стран Константин Щербинин, медийный российский бизнесмен и продюсер, работающий с отечественными звездами. Для англоговорящих стран Алан Рисе, как один из главных геологов нашей компании, приглашенный эксперт-геолог в телесериале «Золото джунглей» на канале Discovery, известный золотодобытчик Ганы и Гаяны, также инвестор и соведущий проекта Дэвид Томас, один из участников телесериала на Discovery «Золото джунглей». Проект уже реализован в виде блога на YouTube и в социальных сетях, а чуть позже будет реализован в виде сериала с привлечением актеров и звезд. 23 марта начата добыча золота, промыто 200 кубических метров грунта и добыто 186 граммов золота, а с 23 марта по середину июня добыто около 2 килограмм золота. За последнюю неделю в связи с увеличением мощностей добывающего оборудования добыто 998 грамм золота. Что в предыдущем видео вам было показано. И это результат работы нашего нового оборудования. Около 1 килограмма. It's okay. И это результат нашей работы. Можно всех с этим поздравить. Основные преимущества проекта. Наш проект самодостаточен. Прибыль партнеров компании не зависит от поступления новых вложений, потому что средства на выплату дохода партнерам идут только от продажи добычи золота. Перспективы развития. Формат бизнеса уникален своей легкой масштабируемостью. Количество новых проектов, земель, техники для добычи увеличивается прямо пропорционально количеству вложенных средств. Для инвесторов созданы все условия, которые могут способствовать созданию хороших отношений и доверия. Компания организовывает выезд в Гану, экскурсии на прииски, отдых, приятное времяпровождение и так далее. Как и в любом бизнесе, все начинается с малого. Так и у нас. Первые месяцы компания показывала минимальную прибыль, просто держась на плаву. Это было лишь показательным выступлением. Но уже сейчас добыча золота постоянно растет за счет увеличения количества производственных мощностей, то есть техники, и тем самым мы закрепили свою устойчивую позицию, нацеленную на постоянный рост и развитие. Своим партнерам компания Renaissance Crowdfunding открывает валютные счета в международных банках. Прибыль начисляется в долларах или в золоте по текущему курсу. Renaissance Crowdfunding создала уникальную программу по привлечению новых партнеров с возможностью получать дополнительную прибыль. Получить прибыль или забрать полностью все вложенные деньги участник проекта может в любой момент по истечению 1 месяца. Мы всегда работаем над улучшением качества нашего предложения. Миссия компании – сделать вас счастливее и богаче. За детальной информацией о компании обращайтесь к человеку, пригласившему вас, или узнайте о возможностях сотрудничества на сайте c.gold.